Ну вот такие вот зарисовки или как эти вот моменты, которые, через которые мы прошли, которые мы посмотрели, какие-то нюансы. Брали с собой воду, 20 литров, и вот только сейчас уже едем домой, ее вылили. Без энергии, вот не заезжая в кемп, можно обойтись. Энергии, вот на те, а у меня же это еще вообще там камер, батареек, фотоаппаратов, ноутбук, ну, много всего, поэтому выходили из положения, плюс у нас был еще повербанка одна, такая серьезная, на 30 тысяч миллиампер, то это, то выкручивались. На грани, но выкручивались. Потому что когда были такие большие переезды, заряжалось все, что надо было. Хуже было вот с ноутбуком. А без воды и вот с туалетом, ну вот серую воду можно там где-то там как-то, потому что это серая вода, там ничего такого нет. А вот туалет надо, да, надо кемпинг, сори. Вот. Или же такие есть кемпинги, которые без электричества, на слив воды, вот. И вот мы были вдвоем, мы были в одном, где мы сливались и заполнялись водой, а во втором уже были в полноценном, где было электричество. Все, мы больше нигде не были. Да? Где сливали воду. Да? Ну, вот там во Франции, когда мы код потеряли, ну я потерял, и второй вот. И второй вот. Все, и как бы вот для двоих, вот. Ну и если вот эту ерунду пьете, то, конечно, в туалет бегаете, как. Плюс где-то стояли, вот на парковке в Германии мы стояли, там была социалка, туалеты были, в парке были, вот я тоже в туалет там ходил, в парке сходил. Ну а так на 2 недели, вот два раза придется заезжать куда-то поменять и воду долить тоже, потому что 2 раза мы доливали воду. Вот. Ну и плюс вот сейчас, ну нам бы сейчас хватило, вот если сейчас приедем домой, то нам бы хватило. А если не ехать домой, то все равно бы хватило, ну вот эти 20 литров я бы вылил, хватило бы. По поводу вот кемпера внутри, ну в этот раз у нас без как бы все произошло без этих без стрессовых ситуаций, без таких там, скандалов, ругательств, ссор. В прошлый раз мы там пару раз скипели там где-то. Потому что это вот стесненная, ну вот все-таки минимизированное, да, пространство, и ты все время вот в нем находишься, но вот все-таки тесновато, это ж не то, что там как-то квартира полноценная, да, все есть, условия для комфортного путешествия супер. Вот, так, а нам сейчас тут куда? Сейчас посмотрим. Вот это прямо ж едет или нет, или я что-то не пойму. Ну едет она прямо, а что они там стоят? Все только в правый ряд. Может поворачивать хотят. То это вполне достаточно, это можно путешествовать. Ну, вот психологический фактор такой, что вот стесненные обстоятельства, ну, условия. Потому что если кто-то один двигается или что-то делает, то так сам там что-то возле кухни шевелится, все нужно сидеть или в кресле в этом водителя, пассажира, или на этом, чтобы никого не дразнить. Да. Правильно? Я Да. правильно выражаю Да. мысли? Все. Вот она согласна. Я на минутку включу, чтобы продуло. Вот. Сейчас, чтобы она немножко камеру охладила. А с чего он не Ну, потому что она, солнце? да, она 50 градусов нагревается. Она сама от себя нагревается на 50 градусов. Вот. Вот такой еще момент. Ну, интернет мы брали это, потому что если в кемп заезжаешь или где-то такие места есть, ну, есть там интернет бесплатный, Wi-Fi, все это. Но мы покупали свой роуминг за бесплатный, но покупаешь именно заграничный интернет. Поэтому вот еще такой-то нюанс. Ну, а Швейцария, она ж не в ЕС, поэтому там платится, если там подключаешься. Ну, а так как здесь в машине нет своей навигации и через CarPlay едешь, то
то, по-моему, там мне насчитало 10 баксов, не насчитало, пока мы там по ней ездили. Но мы там коротенько были в этой Швейцарии, совсем с краешку. Мы переезжали на вот эти водопады. То туда, то в Германию заедешь, то в Швейцарию, там скакала туда-сюда. Везем кучу магнитиков не везем, но у меня есть возможность дома сделать. Я сейчас хочу вот попробовать. Есть скары, принтеры именно для этих вещей. Вот хочу попробовать. Купил уже и магниты, я вот эти вот именно. Все вещи, все они есть и режутся ножницами они все. Посмотрим, что из этого получится. И два принтера купил. Один сублимационный, один термосублимационный. Ну, количество магнита везем пипец. Уже думали, надо холодильник покупать, то ли шире, то ли выше. Сейчас, я так понимаю, заклеим его весь. Оксаночке купили бейсболку, чтобы она была красивая. Почему она в бейсболке сидит, я не знаю. Потому что я и так красивая. Мы что-то это сейчас все делаем это репрезентативно. Тут камера снимает. Рассказываем, как мы путешествовали. Вот. Приедем, посчитаем все расходы, все чего сколько. Ну, проехали в этот раз меньше. В прошлый раз мы проехали 4400 километров. А в этот раз, ну, вот нам еще ехать километров 300, наверное. Ну, до 4000 не дотянем. И по цене в прошлом году был дороже солярка. Дороже. Ну, я на машине на солярке. То это была дороже. И в этот раз мы выезжали, она дешевле. Поэтому и по цене должно получиться дешевле. Ну и по объему, и по цене. Ну посмотрим. Не буду загадывать, надо будет посчитать. Таблица с прошлого года у меня есть. Я ее просто продолжу, расширю и посмотрим. Сравним для интереса, что получилось в этом году. Ну, довольно-таки это. Но у нас в этом году получилось, вот сегодня, первый день, мы в 10 часов начали есть только, да, плюс-минус, что-то такое. Потому что мы в 10 часов уже куда-то ехали, вставали на самое позже 8. Мы с Мишелем мы встали вообще без 15,6, потому что мы первые хотели там быть. Вот. А сегодня вот у нас сегодня настоящий день отпуска. Никто никуда не ломится, никто не едет 120, никто не этого все. Тащимся как черепахи. Включили. Еще, ребят, я всегда включаю бесплатных дорог и автомагистралей. И по вот этим деревням ездишь, ну, это тоже своего рода кайф. Нет, понятно, если кому-то надо из точки А в точку Б, заехал на магистраль, заплатил и погнал. Вот, а тут, ну, тут такие места бывают, открываются, что обалдеть. В этом году нет, потому что у нас было как-то целенаправленно все. Но все равно мы ездили по таким маленьким, как молебным сказать по-русски? Живописным этим местечком, что просто бомба. А там даже пару раз здесь заблудились, и вот такую там через германскую деревню проехали, ну там челюсть отпала, блин. Беверли-Хиллз отдыхает, блин. Деревня, блин. Так что я рекомендую. Но в зависимости от того, конечно, что вам нужно. Поэтому вот эти второстепенными всеми деревушками ездим, деревушками, дорогами путешествуем, и как-то так вот все классно, красиво и получается. Ну и от этого, наверное, и время увеличивается, и скорость уменьшается. Ну это ж как кому надо. Так, что еще? Какие у нас еще нюансы были? Ну вот парковаться нужно, вот если вот так, вот таким образом, именно чтобы вы стали на парковку 5, ну максимум 6 часов, все. Позже это уже напряг в плане покушать, приготовиться, поставить на зарядку, что-то там посмотреть, какую-то почту, ну если надо, там или что-то в интернете посмотреть и потом лечь спать. Вот именно вот 5, ну край 6. Вот это вот оптимальное самое это. Вот тоже было, запарковались мы в Бельгии,
на пляже, все. Блин, автомат парковочный не работает. Пошел на второй. Он тоже как-то что-то, блин, это, мозги компасируют. Я у первого автомата 20 минут, я потом посмотрел по записи, 20 минут потратил. Или у двоих. Потом тетка нам пришла, там какая-то бельгичанка.